Приветствую всех у себя на канале, меня зовут Кристина, и я кочую по миру. Сегодня мы отправляемся в путешествие по северному Таиланду. Мы находимся сейчас в городе Чиангмай. Мы здесь остановились на 2 месяца, чтобы исследовать эту местность. И мы ездили уже в Пай, мы объездили Чиангмай, в округе съездили на самую высокую точку Таиланда. И сегодня пришло время отправиться в Чианграй. В Чианграе мы хотим посмотреть несколько храмов. Один из них это знаменитый белый храм. Есть еще черный храм, синий храм. И если повезет, мы хотим доехать до границы, до Золотого треугольника и сфоткаться на этой границе, сделать вот такую фоточку. Мы, как обычно, планируем выехать в 7, в 8 утра, а в итоге выезжаем в 9, в 10 утра. Остановились на небольшую остановку, на небольшой отдых. Вообще путешествовать по Таиланду — это одно сплошное удовольствие. Наверное, не во многих странах, в которых я была, такая офигенная инфраструктура, классные дороги, прям вот качество дорожного полотна хорошее. Все ездят нормально, ну относительно, по крайней мере, азиатских стран. Никто там не сигналит, я не знаю, не подрезают. Вообще в целом тайцы такие очень милые, спокойные люди. И просто повсюду, в какой бы глуши вы не были, будут остановки, заправки. Вот у них есть сеть самая классная, которая мне нравится, ПТТ. И есть попроще ПТ. Вот мне вот это ПТ не очень нравится. И мы сейчас в ПТ или даже в какая-то третья. Но вот на этих остановках всегда будет туалет, всегда будет какая-нибудь кафешка. Если это ПТТ, это всегда будет 7-Eleven, всегда какие-то локальные кафешки будут. Можно поесть, перекусить, ходить в туалет, помыть руки. Я фанат тайских мотопутешествий, автопутешествий. Это, наверное, самое лучшее место, где можно этим заниматься, потому что помимо вот такой и развитой инфраструктуры, здесь еще все очень аутентично. Вы едете там по пути какие-то тайские деревушки, видите вот домики их красивые, природа красивая. В общем, классно все. Мы сейчас проезжали, очень много было всяких остановок, помимо вот этих ПТ и ПТТ, поэтому если поедете, то смотрите сами. Есть, мы проезжали, там такой типа этот Hot Spring, в общем, горячие источники. Там еще рядом целый фудкорт. В общем, там множество всякой еды, можно поесть рис. Наверняка там подают и каосо. Просто мы, так как на заправку сразу же, мы и вот по таким местечкам забегаем. Но вообще можно и нормальную еду, в плане, я имею в виду, не просто перекус, а горячий обед какой-то поесть. Много-много здесь мест по пути будет как в одну сторону, так и в другую сторону обратно. Мы доехали до первой точки, которую мы хотели посмотреть в Чианграе. Это, конечно же, белый храм. Давайте посмотрим. Я очень давно хотела сюда попасть. Белый храм или Wat Rong Khun – известный и необычный храм на севере Таиланда. Храм спроектировал тайский художник, имя которого я не смогу правильно произнести. Это не традиционный буддийский храм, а больше объект современного искусства. Художник объединил элементы буддийской архитектуры и современные мотивы. Например, на территории храма расположены головы супергероев, таких как Супермен и Человек-паук, а также изображения инопланетян и персонажей популярных фильмов. Что этим хотел сказать автор, я так и не поняла. Возможно, указать на влияние массовой культуры. К главному зданию ведет мост, перекинутый через водоем, который символизирует переход из мира смертных в мир бессмертных. На обоих концах моста сотни рук, представляющих желания, искушения, жадность, человеческие страдания и ад. Путь к счастью требует преодоления
преодоления этих мирских соблазнов. Храм выглядит очень эффектно, он белоснежный и сверкает на солнце. Кроме этого, поражает количество деталей. Очень интересное место. Лучше приезжайте сюда как можно раньше с утра, чтобы избежать толп туристов и успеть сделать фотографии в спокойной атмосфере. Вход в храм стоит 100 бат с человека, и сюда нельзя приходить в майке, топиках, а нужно закрывать обязательно руки и ноги, колени. Местечко здесь, конечно, обалденное. Мало того, что сам храм очень красивый, так здесь еще и очень благоустроенная территория, прекрасные туалеты, есть бесплатная водичка, мы попили водичку, сходили в туалет, есть туалеты для инвалидов. Короче, прям очень-очень хорошее местечко. Территория здесь, конечно, у храма очень большая, и несмотря на то, что в таких местах, конечно, всегда очень много людей, и приходить лучше прямо рано-рано с утра, но несмотря на это, здесь есть куча разных уголков, где можно будет сделать фотографии, даже если вы, как и мы, приедете в разгар дня. Здесь еще на территории много разных вот таких каких-то храмов. Очень красивая, большая территория. Я уже вовсю ем. Мы зашли в кафешку, она находится вот как раз-таки, когда вы выходите из этого храма, здесь такой ряд кафешек разных, там с отличными отметками мы нашли ресторан Каосой. И вот мы зашли попробовать, потому что у него очень хорошие отзывы. Каосой – это блюдо кухни северного Таиланда. Принесли каосойчик. Можно взять с чикеном, можно причем взять с ножкой, а можно взять вот такую без костей, чтобы было. И можно взять с тофу. Мы решили сегодня поесть с курицей. Вообще мы, в принципе, любим и с тофу. Сейчас будем пробовать. Вообще, все, наверное, знают о том-яме, но мало кто знает о каосое. Но на самом деле каосой намного вкуснее, ну, по крайней мере, мне он нравится больше. Ну, разве что в том-яме прикольно это то, что креветки, а здесь все-таки больше мяса идет, ну, либо тофу. Я вообще люблю больше с тофу. Здесь у нас кокосовое молоко. Заливаем вот так, я прям очень его люблю, поэтому я его заливаю. Вы уже смотрите сами. Здесь, смотрите, я это называю лапшой быстрого приготовления, ну, сухая лапша. Везде она разная. Кстати, вот здесь она вкусненькая. Мы попросили сделать не остро, вообще он острый. Но даже когда просишь не остро, он все равно будет островатый, просто приемлемо островатый. Ну все, мы сейчас поедим и поедем дальше. Следующая наша остановка – знаменитый Золотой треугольник и граница 3 государств – Таиланд, Лаос и Мьянма. Естественной границей для 3 стран служат реки Меконг и Руак. А знаменито это место в первую очередь тем, что в середине 20 века Золотой треугольник стал одним из крупнейших мировых центров производства опиума. Для меня было удивлением узнать, что по отчетам ООН в 2023 году Мьянма стала крупнейшим производителем опиума в мире, обогнав Афганистан. Подъезжая к этому месту, было немного жутковато. Какой-то полувымерший Таиланд и чувство, что не Таиланд распространяет хорошее влияние на нехорошие места, а нехорошие места заражают Таиланд мрачностью. В последние годы регион Золотого треугольника стал центром масштабной торговли людьми и эксплуатации труда, особенно в онлайн-мошенничествах. Людей заманивают в мошеннические центры ложными обещаниями высокооплачиваемой работы. Затем забирают паспорта, шантажируют, угрожают и принуждают к трудовому и секс-рабству. Фабрики мошенничества управляются китайскими преступными синдикатами. Со стороны Таиланда можно посмотреть на особую экономическую зону Золотой треугольник, которая находится в провинции Бакео в Лаосе. Зона площадью около 3000 гектаров, то ли выкупленная, то ли взятая в аренду китайской компанией у Лаоса для стимулирования экономического развития. Уж не знаю, как там со стимулированием экономического развития Лаоса, но выглядит это как очень плохое место, в котором творятся страшные вещи. Мы приехали близко к закату, туристов было мало и чувствовали мы себя неуютно. Со стороны Таиланда построен музей, в котором рассказывается история этого места и об опиумных войнах, а музей рассказала у себя на канале в Телеграм. Мы зашли в музей, посмотрели на жутковатого вида казино в Лаосе, расположенные по другую сторону реки, сделали пару фотографий на память и поспешили уехать из этого места, пока еще не сильно стемнело. Не знаю, насколько здесь опасно, с улиц людей не похищают, особенно на территории Таиланда, но проверять мне этого не хотелось.
второй день нашей поездки, и мы приехали в Синий храм. Синий храм – интересный новодел, расположен в 3 километрах от центра Чианграя. Многие знают и рассказывают только о знаменитом Белом храме в Чианграе, но помимо него существует менее распиаренный Синий храм. Будучи в Чианграе, мы, конечно же, заехали в это место. Синий храм построили на месте другого, старого и заброшенного храма. Строительство начали в 2005 году, а закончили в 2016. Храм спроектировал местный художник, который учился у того самого архитектора-создателя Белого храма. Синий храм, так же как и Белый, сочетает традиционные элементы буддийской архитектуры с современными художественными мотивами. Правда, голов супергероев здесь нет. Храм выполнен в ярком синем цвете, что выглядит очень непривычно, а золотые элементы декора создают яркий контраст с синим фоном. Выглядит классно. Храм открыт ежедневно, вход полностью бесплатный. Очень красивый храм, мне прям он очень понравился. Здесь еще на нем такие колокольчики, и они на ветру развиваются и немножко вот так вот гремят. Очень-очень атмосферно, очень красиво. Мне здесь даже вот эти всякие фигуры нравятся, какие они красивые, вы посмотрите. В такие места, конечно, нужно приезжать в красивом платье или здесь брать в аренду тайские наряды и фотографироваться, снимать классные рилсы. Но мы ехали из Чиангмая. Сейчас здесь еще дико холодно, и я вообще не представляю, как это можно провернуть. Поэтому я в толстовке, в кроссовках, и красивых фотографий у меня с этого места, наверное, не будет. Но только фотографии с этих мест. Поэтому имейте в виду, здесь можно наделать просто обалденного контента, но стоит к этому подготовиться. Итак, мы приехали еще в одно место, потому что помимо Белого храма, Синего храма, есть еще и Черный храм. Но, наверное, мало кто знает, наверное, те, кто здесь был, тот знает, что это не храм, а музей. Вход здесь платный. Сейчас узнаем, сколько стоит вход, и вам скажем. Музей Баан-дам, он же Черный дом, он же Черный храм, это самый необычный храм из тех цветных, которые мы посетили во время поездки в Чианграй. По названию понятно, какой цвет у музея основной. Правильно, черный. Черный дом – это, по сути, галерея современного искусства, где представлены скульптуры и инсталляции, выполненные из натуральных материалов. Некоторые экспонаты, мягко скажем, специфичны и даже провокационные. Мне понравилась сама территория. Она большая, много зелени и природной тени. Можно гулять хоть целый час и разглядывать детали. Стоимость входа 80 бат. Музей работает с 9 до 5 без выходных. Такая красивая здесь территория. Тихо, туристов тут не так много, по крайней мере пока. Мы из-за того, что ночевали в Чианграе, мы сюда приехали с утра, сейчас где-то 10 утра. Туристы только-только подъезжают. Интересно, на камеру это услышишь? Именно особенно шаги, даже голос не так, а вот смотри. Тебе стало жутко. На этом наша поездка в Чианграй подошла к концу. Спасибо, что посмотрели видео. Не забудьте подписаться сюда и в телегу. Ставьте лайк и до новых встреч!